Один из популярных мифов говорит о том, что русские хакеры обладают сверхъестественными способностями и могут влиять на итоги президентских выборов и даже взламывать конверты на церемонии вручения Оскара. Однако, такими способностями их наделила западная пресса. Разберем несколько свежих ситуаций. Несколько последних лет государственные учреждения Австрии подвергались мощным хакерским атакам. Так, в начале года немецкая пресса обвинила российских хакеров в кибератаках на серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Были даже названы предполагаемые виновные. Это зловещие прокремлевские группировки АРТ-28 и Fancy Bears. Однако на днях австрийская газета «Курьер» опубликовала результаты расследования спецслужб, согласно которым мифические русские хакеры не имеют никакого к этому отношения. Выяснилось, что за всем этим стоит турецкий националист Арслан А., проживающий в США в штате Кентукки. На его счету атака на компьютерную систему Венского аэропорта, на сервер Центробанка, на сервер МИД Австрии, Министерство обороны, сервер парламента Австрии и другие объекты. Турецкий хакер проживал на территории США в комфортабельном особняке с 3 спальнями и 2 ванными комнатами и, похоже, чувствовал себя в полной безопасности. Но как только Австрия передала материалы расследования США, таинственный хакер удалился из всех соцсетей и выставил на продажу свой дом. Услышим ли мы теперь извинения от немецкой прессы, которая совсем недавно уверенно обвиняла в этих атаках Россию? В это время оборонная компания Великобритании BAE Systems провела расследование недавних хакерских атак на польские банки. Выяснилось, что преступники специально оставляли во вредоносном ПО русскоязычные фразы, чтобы запутать следствие. Причем, по мнению экспертов, русский язык хакеры не знали и использовали Google Translate. Например, вместо русского слова «установить» писали «устанавливать», а вместо «выйти» было написано «выходит». Или вот еще один случай. В 2014 году неизвестные хакеры при помощи вредоносной программы Карбонак похитили около $1 миллиарда у банков, в основном российских. Недавно американский журналист Брайан Крепс обвинил в этом преступлении российскую компанию Infocub. Как доказательство он привел тот факт, что адрес вредоносного сайта cubehost.biz созвучен с названием пермской компании Infocub. Основываясь на этом, Брайан Крепс опубликовал обвинительную статью, и его сомнительное расследование было мгновенно растиражировано десятками новостных агентств. И сразу вслед за этим на сетевую инфраструктуру Инфокуба посыпались мощные кибератаки, причем большинство из городов США. Не кажется ли это вам абсурдом? Миф о безграничных возможностях русских хакеров позволяет не только оправдывать просчеты западных политиков, но и под шум прессы совершать нападения в киберпространстве на саму Россию. Русские сами на себя напали. Русские сделали это. И даже если завтра выяснится, что это были не русские, а турецкие, американские, китайские или другие хакеры, никто, похоже, не перестанет верить в миф о всемогуществе русских хакеров.